Глава 646. Прорыв. На континент чудес опустилась ночь, священный город стал еще более оживленным. Чудесный ресторан священного города был местом, которое все любили. Чашки звякнули друг о друга, и стало очень оживленно. Чудесный континент располагался очень близко к реальному миру, но это было не совсем то же самое. Например, будь то в реальном мире или на континенте чудес, люди чувствовали бы голод. Но разница между виртуальным и реальным миром заключалась в том, что человек не мог восстановить энергию, если он долгое время не ел в реальном мире. Даже самым сильным земледельцам будет трудно сопротивляться, и в конце концов они умрут с голоду. Хотя на континенте чудес можно было чувствовать голод, от голода не умрешь. Другими словами, пока человек может сопротивляться дискомфорту и боли, приносимым голодом, даже если он не ест и не пьет в течение многих лет, он все равно не умрет. Вот в чем разница между континентом чудес и реальным миром. Богатые могли весь день наслаждаться сокровищами мира на континенте чудес. Нормальные люди могли бы попробовать много деликатесов, которые им было бы трудно попробовать в реальном мире. Если бы бедняки могли выдержать голод, они могли бы прожить несколько дней и даже месяцев без еды без каких-либо проблем. Конечно, дискомфорт от голода — это не то, что могут вынести нормальные люди. Поскольку они могли попасть на континент чудес, вряд ли они не могли позволить себе даже поесть. Не говоря уже о том, что когда они были в состоянии крайнего голода, их духовная энергия была бы сильно ослаблена, что было бы опасно при охоте или земледелии. Течение времени на континенте чудес было медленнее, чем в реальном мире. Это означало, что 3 приема пищи в реальном мире могут быть 9 или 10 приемами пищи на континенте чудес. Это означало, что пищевая промышленность была очень важной отраслью. В будущем на континенте чудес будут жить сотни миллионов людей, чудо-коммерция сможет зарабатывать большие суммы только на индустрии питания. Превосходство чудесного священного города заключалось в том, что с момента открытия континента были открыты все вспомогательные сооружения. Это означало, что в течение очень долгого времени в будущем чудо-священный город будет монополизировать все доходы от ресторанов, жилья и индустрии развлечений. Конечно, умные люди никогда не будут страдать. Были умные торговцы, которые уже заметили потенциал континента чудес, поэтому они тратили большие суммы, чтобы купить любые магазины, которые они могли купить в священном городе чудес. Они могли бы продать их в будущем, когда цены взлетят, или начать инвестировать в ресторанную и развлекательную индустрию. Эти вспомогательные услуги не слишком сильно влияли на баланс чудо-континента, поэтому можно было напрямую тратить на него камни-источники реального мира. Если они сумеют воспользоваться этим шансом раньше всех, то здесь будет достаточно места для сбора урожая. Чудесный континент теперь был полон признаков жизни. Все дрались так, словно им вкололи адреналин. Потому что у каждого здесь был шанс стать экспертом, и для этого существовало несколько способов. Некоторые люди могли найти специальные области, руины или сокровища, некоторые могли убивать монстров, чтобы получить драгоценные ресурсы или скрытые методы, которые могли позволить им взлететь в небо. Были такие, которые могли собрать людей, чтобы сформировать силу, украсть все виды территории, чтобы стать лордом области. Были и такие, которые могли остаться дома и просто идти по пути бизнеса, получая большие урожаи от простой перепродажи ресурсов и инвестирования в виртуальную недвижимость. Если бы они покупали пилюли и оборудование из рук авантюристов, они также могли бы стать лучшими экспертами. В разнообразном мире не может быть недостатка в основных стилях игры. Приключения, завоевания и торговля были основными стилями игры на континенте чудес. Но это не означало, что это были единственные развлечения. На континенте чудес существовали неограниченные возможности, и это были лишь самые распространенные из них. В священном городе был богатый развлекательный сектор с аренами и другими подобными сооружениями, поэтому там были те, кто стал профессиональными гладиаторами. Эти гладиаторы сражались друг с другом на виртуальной арене и доминировали над другими, чтобы получить большое количество урожая. Гладиаторы могли игнорировать беготню вокруг охоты на монстров и ходить на испытания. Они могли стать сильнее, просто будучи гладиаторами. Кроме того, гладиаторы, естественно, привлекали внимание своими развлечениями. Их поединки привлекали внимание многих простолюдинов, даже транслировались в реальном мире, позволяя всем наслаждаться поединками. Это был, естественно, хороший шанс стать знаменитым, поэтому многие силы посылали людей с талантом к дуэлям на арену, чтобы начать свою карьеру. Кроме арены, там изучали или создавали прекрасные произведения искусства. В соответствии с его развлекательной ценностью или важностью, можно также иметь возможность получать исходные камни или ресурсы виртуального мира. Короче говоря, будь то приключения, завоевание, бизнес или даже арена, производство или учеба, этот мир создал очень сложную, но справедливую систему. Поэтому до тех пор, пока человек может достичь пика в любой области, он станет одним из самых высоких людей в виртуальном мире. Это была самая привлекательная часть чудесного континента.
Чутянь покинул континент чудес и первым делом просмотрел кое-какие данные. На континенте чудес было несколько миллионов человек, но всего за несколько дней они уже потратили более 500 миллионов. Основной источник был из недвижимости, ресторанов, развлекательных заведений, торгового центра и различных других услуг. Первая волна людей, пришедших на континент чудес, была невелика, но они обладали потрясающей расходной способностью. Уровень удержания этих людей также был довольно высок, даже для благородных императоров, таких как императрица Ветряной Луны и император Диких Зверей. Они, казалось, были зависимы от континента чудес. Это было также разумно, независимо от того, какой император это был, они достигли вершины и узкого места, было ли это в культивировании или во влиянии. Для них вообще не было места для прорыва, но теперь, когда они нашли интересный новый мир с бесконечным потенциалом, как это могло не стимулировать их желание конкурировать, Чутянь просмотрел данные. В течение последнего периода император проводил более 80% своего времени на континенте чудес. Если в реальном мире нет чего-то очень важного, они не выйдут из игры. Императоры уже начали строить виртуальную недвижимость и королевские дворцы в чудесном священном городе. Было видно, что они готовы перенести свой реальный бизнес на континент чудес. Недвижимость на континенте чудес была важным источником дохода. При том, как велик был священный город, роскошные дворцы и резиденции наполняли людей желанием купить их, будь то императоры или обычные люди. В будущем прибыль от недвижимости на континенте чудес будет еще больше. Чутянь мгновенно преисполнился уверенности в отношении чудесного континента. Суперумный мозг Зеро сказал Чутяню: «Господин городской лорд, все ресурсы, которые вы просили, были куплены. Вам нужно использовать их сейчас». Их так быстро собрали. Чутянь был очень удивлен, потому что это были необычные материалы. Прошло немного времени, и все было куплено. Люди не могли не удивляться такой скорости. Отправьте их всех на космический склад моей лаборатории, я сейчас ими воспользуюсь. Чутянь пришел в специальную лабораторию для него и открыл космический склад, забрав оттуда все материалы. Несколько красиво вырезанных бессмертных нефритовых коробок, наполненные материалом высшего качества. Материала здесь было достаточно, чтобы заставить бесчисленных экспертов небесного домена броситься за ним. Но теперь всего за 2 коротких дня чудо-коммерция закупила эти материалы во всех уголках мира и перевезла их за миллионы миль из разных королевств. Такова была нынешняя сила чудо-коммерции. Таково было нынешнее влияние чудо-города. Маленькая лисичка была похожа на кошку, почуявшую рыбу, и сразу же на ее лице появилось выражение, как будто она хотела что-то украсть. «Отойди в сторону, не думай, что я не знаю о той огромной сумме, которую ты только что заработала на континенте чудес. Если добавить сюда материалы и травы, которые вы регулярно крадете из чудодейственных садов, то получится по меньшей мере 300-500 миллионов исходных камней. Если вы хотите тайно съесть хоть и одну из моих бессмертных трав, я немедленно заморожу ваш счет и конфискую все ваши вещи». Маленькая лисичка так разозлилась, что готова была взорваться. То, что было получено с помощью навыков, было недостаточно. На чем вы зарабатываете такие суммы? Даже если вещи были украдены из сада или склада, они были украдены с мастерством этой лисы. Чутянь махнул рукой на маленького лисенка, исполненного праведного негодования, и сказал: «Хорошо, хорошо, я хочу заняться алхимией. Это очень важно, так что иди поиграй на стороне и не мешай мне». Возмутился лисенок. «Она прошла с тобой через жизнь и смерть так долго, и ты на самом деле не даешь этой лисе никакого предпочтения». Лисенок сразу же ушел в суете. Маленькая лисичка уже получила некоторые преимущества, теперь она была готова бродить по чудо-городу. Разве не было легко полагаться на его навыки, чтобы заработать деньги сейчас? Маленький лисенок был готов начать свое дело на континенте чудес. Чутянь отослал лисенка и начал собираться с мыслями и божественным чувством. Он протянул левую руку, оттуда выплыл простой бронзовый котел. Чутянь послал свое божественное чувство в древний котел и увидел, что источник энергии на поверхности начал светиться. Чутянь поднял руку, и с громким ревом волны энергии источника хлынули наружу, наполняя вспомогательное оборудование лаборатории энергии источника. Несколько форм энергии соединились вместе. Активировались энергетические блоки древнего котла. Сам Чутянь не был слабаком, и лаборатория чудо-города продолжала снабжать его потоком чистой энергии источника, которая непосредственно поглощалась из исходных камней. Она была настолько чистой, что ничем не отличалась от духовной энергии внутри человеческого тела, поэтому духовная энергия Чутяня вела ее вперед. Божественная трава из дворца бога Луны была извлечена, и маленький кусочек был помещен в котел для очищения. После 7 дней и ночей котел испускал ослепительный свет. Из него вышла таблетка. Она была такой же яркой, как восходящее солнце. Чутянь не стал медлить, даже со способностями чудо-города было трудно найти материал, который мог бы запечатать эту пилюлю. Более того, как только его оставляли на долгое время, целебная сила исчезала.
Даже если немного этой божественной пилюли исчезнет, это будет большой потерей. Чутянь проглотил эту божественную пилюлю и сел заниматься самосовершенствованием. Огромные потоки духовной энергии текли по его телу подобно волнам. Он уже давно находился в первом небесном доменном слое, и за это время Чутянь не добился никакого прогресса. Чудо-коммерция обладала такой мощной способностью к производству и сбору ресурсов, что каждый высокопоставленный член общества глотал пилюлю каждый день. Чутянь не был исключением, он глотал бессмертную пилюлю каждый день, чтобы повысить свою культивацию. Такое накопление без прорыва позволило основанию тела Чутяня стать еще сильнее. Эта таблетка, без сомнения, взорвала море духовной энергии внутри его тела, и духовная энергия просочилась в каждый его уголок. Он очищал его меридианы, прежде чем превратиться в чистую духовную энергию, позволяя ему чувствовать, что каждый меридиан был заполнен разрывающимися потоками воды. Без всякого ожидания. Чутянь непосредственно прорвался через первый слой. Это было только начало, потому что большая часть духовной энергии, накопленной в его теле, не была очищена. Особенно божественная сила внутри пилюли с такой силой редко можно было увидеть. Когда Чутянь поглощал его духовную энергию, он быстро достиг узкого места, прежде чем плавно прорваться через другой слой. Третий небесный доменный слой. Культивация Чутяня была далека от культивации императоров, но, основываясь на его способностях, одному императору было бы непросто справиться с ним. Теперь он имел возможность сражаться с высшими лидерами Альянса и был одним из лучших экспертов на континенте. Глава 647. Капитуляция. Чутянь потратил целых 10 дней на свой прорыв в культивировании и еще 10 дней на то, чтобы укрепить свое культивирование. После этого большого успеха Чутянь не спешил покидать свою лабораторию, так как некоторое время возился в ней. Никто не знал, чем он занимался все это время. Чутянь, наконец, вышел из лаборатории только тогда, когда Мэн Цинву связалась с ним. Она доложила Чутяню, что уже достигла прорывного прогресса с Большой Сухой Империей. Этого не может быть, верно? Почему все произошло так быстро? Чутянь знал, что эффективность юной мисс не была низкой, но прошла всего неделя, как она могла уже совершить прорыв? Обычно 1 месяца не хватило бы даже на то, чтобы пройтись по всей Большой Сухой Империи. Чутянь позвонил юной мисс с духовной связью, чтобы она могла все объяснить. Мэн Цинву использовала духовное пространство, чтобы разъяснить этот вопрос в деталях. Мэн Цинву отправилась в Большую Сухую Империю не одна, а во главе команды из нескольких сотен дипломатов. Мэн Цинву не нужно было проходить через трудности управления всей Большой Сухой Империей, ее работа в основном состояла из координации всего и планирования работы каждого. Большую часть работы выполняли ее подчиненные. Когда команда дипломатов Чудо-города вошла в Большую Сухую Империю, там уже царил полный хаос. Это было потому, что Большая Сухая Империя снова потерпела поражение, и это поражение было еще более трагичным, чем предыдущее поражение, поэтому вся империя была покрыта темной тучей. От их статуса большой страны ничего не осталось. Самым непосредственным образом это отразилось на их отношениях с соседними странами. Многие подчиненные страны Большой Сухой Империи восстали и уже решили прекратить платить им дань. Некоторые даже прямо предали Большую Сухую Империю, чтобы стать независимыми или попасть под власть другой державы. Это было вызвано беспрецедентным нападением и потерей для Большой Сухой Империи. Это было потому, что власть уровня империи имела по крайней мере несколько воюющих королевств в качестве присоединенных держав и несколько сотен малых и больших королевств. Большая страна будет полагаться на плату за защиту от более мелких стран, чтобы заработать большую сумму, и это составляет большую часть дохода страны. После того, как Большая Сухая Империя была дважды побеждена и Большой Сухой Император был пойман, доверие граждан Большой Сухой Империи резко упало. Даже дворяне были настроены пессимистично по отношению к будущему Большой Сухой Империи. Чудо-город прямо сейчас только становился сильнее, они развивались на мили каждый день, и с каждым днем открывался новый мир. В подобной ситуации, что они будут использовать для защиты малых стран, у Большой Сухой Империи была такая большая обида на Чудо-город, что это уже было проблемой, которую они могли защитить сами. У Большой Сухой Империи не было ума заботиться о меньших королевствах и о том, что может быть даже большая война. Было бы странно, если бы эти маленькие страны не решили восстать или бежать. Большая Сухая Империя на пике своего могущества не могла уничтожить Лесной Союз, так что это было еще более невозможно сейчас и в будущем. Горный Альянс и Империя Воющего Неба, в которую они могли войти, теперь разрывали отношения с Большой Сухой Империей из-за этих потерь. Эти две державы уровня Империи следовали общей тенденции, как и другие державы уровня Империи. Они начали устанавливать дипломатические отношения с Чудо-городом, который наполнил Большую Сухую Империю страхом. Из всех держав уровня империи на континенте, кроме тех, что были изолированы на протяжении тысячелетий, любая власть с небольшим светским влиянием теперь сотрудничала с Чудо-городом. Можно сказать, что Большая Сухая Империя была одинока в этом мире.
Положение чудо-города росло, и чудо-коммерция продолжала производить новые технологии, продвигая уровень технологий в каждой стране на континенте. Только Большая Сухая империя все еще находилась на примитивном технологическом уровне. Поскольку статус чудо-города на континенте становился все выше и выше, национальная мощь Большой Сухой империи продолжала ухудшаться. Поскольку все знали, что Большая Сухая империя была настроена на борьбу с чудо-городом, в это время захвата новых технологий никто не хотел отставать. Бесчисленные малые и большие страны разорвали отношения с Большой Сухой империей, а некоторые даже объявили о враждебных отношениях с Большой Сухой империей, чтобы угодить чудо-городу. Мэн Цинву воспользовалась этой ситуацией. По пути в Большую Сухую империю Мэн Цинву провела духовную конференцию с лидерами Горного альянса и Империи Воющего Неба. В конце концов, она развеяла вражду и заключила соглашение о сотрудничестве с этими двумя империями. Чудо-коммерция построит основные транспортные и коммуникационные сети в этих двух державах уровня империи. Обе империи одновременно окажут давление на Большую Сухую империю. Таким образом, чудо-город не просто будет иметь 6 сил уровня империи, и даже Горный альянс и Империя Воющего Неба будут на стороне чудо-города. От западного континента до центрального континента не было никакой силы, идущей против чудо-города. Восстание присоединенных стран Большой Сухой империи на самом деле было связано с уловками Мэн Цинву. Император был взят в плен, присоединенные страны восстали, внутри и снаружи царили беспорядки, повсюду была опасность. Мэн Цинву официально вошла в Большую Сухую империю в это время, но она не встречалась непосредственно с высшим классом Большой Сухой империи. Вместо этого она использовала различные методы, потратив несколько сотен тысяч исходных камней, чтобы подкупить все средства массовой информации Большой Сухой империи. Средства массовой информации в Большой Сухой империи были очень традиционными, в основном используя газету для передачи новостей. В этом месте была бы большая разница в медиакомпаниях, поэтому для него было невозможно иметь центральный контроль. Все штаты Большой Сухой империи публиковали шокирующий контент, прямо или косвенно обвиняя высший класс Большой Сухой империи. Используя полуправду и неправду, чтобы дискредитировать их, граждане среднего и низшего классов думали, что Большая Сухая империя достигла этой власти исключительно из-за высокомерия и жадности Большого Сухого императора и высшего класса. Главным преступником, пославшим более миллиона солдат Большого Сухого императора, были эти люди, и чудо-город был не более чем невинной группой, сопротивляющейся этому вторжению. Кроме того, они использовали этот шанс, чтобы рекламировать изменения, внесенные технологией чудо-города на континент и последствия изоляции Большой Сухой империи. Это заставило бесчисленное множество людей понять и жаждать технологии города. Это нужно было сказать. Ход Мэн Цинву был сделан очень хорошо. Главным противоречием между чудо-городом и Большой Сухой империей были эти битвы. Эти войны не только нанесли большие потери Большой Сухой империи, но также повлияли и ухудшили национальную мощь Большой Сухой империи, поэтому граждане ненавидели чудо-город до мозга костей. Высший класс Большой Сухой империи дал свои условия. Все они были отвергнуты Мэн Цинву. С одной стороны, это должно было затянуть дело и измотать их дух. С другой стороны, она оказывала давление, используя внешние методы, внутренние методы и общественную поддержку, контролируя ситуацию сверху донизу. Она уже сделала очень хороший прогресс. Мэн Цинву почувствовала, что условия созрели, и начала переговоры с самыми крупными семьями и знатью Большой Сухой империи. Нынешняя стратегия Мэн Цинву была очень проста. Если они подчинятся, это будет хорошо, если их можно будет подкупить, но она всегда может угрожать им, если это не сработает. Если это все еще не сработает, она может напасть на них или даже убить. Большая Сухая империя была безголовым драконом. Без императора никто не контролирует их, граждане набухают, присоединенные королевства распадаются, и внешнее давление падает на них. В такой ситуации Мэн Цинву использовала свои превосходные методы посредничества. Она была уверена, что сможет позаботиться о высшем классе Большой Сухой империи в течение следующего месяца. Мэн Цинву сказала: «Теперь мне нужны две вещи. Во-первых, это исходные камни. Пока есть достаточное количество исходных камней, мы можем купить весь высший класс. Во-вторых, быстро позаботиться о Большом Сухом императоре. Когда Большой Сухой император согласится на наши условия и позволит самой сильной королевской семье следовать за нами, тогда все будет закончено. Чудо-город может небрежно тратить исходные камни. Будь то 2 миллиарда, 3 миллиарда или даже 10 миллиардов, оно того стоит. Если их недостаточно, позаимствуйте у других сил. Если их все равно не хватит, мы продадим наши ресурсы. Пока мы можем заботиться о Большой Сухой империи, это не так уж много, сколько бы мы ни потратили». Чутянь оказал Мэн Цинву свою абсолютную поддержку. Что касается Большого Сухого императора, вам не нужно беспокоиться. У меня есть свои способы заставить его подчиниться. Мэн Цинву кивнула. Раз так, то нам лучше использовать грамотно наше время.
После того, как Чутянь ушел, он рассчитал время. Большой сухой император носил духовные кандалы уже 30 дней. Он должен был провести около 25 лет в маленьком духовном мире. 25 лет в этой крошечной комнате. Возможно, даже людям с самой сильной волей будет трудно выдержать 25 лет скуки. Каким бы раздражительным или вспыльчивым ни был человек, 25 лет одиночества должно быть достаточно, чтобы он успокоился. Чутянь почувствовал, что пришло время, поэтому он пошел в подземелье и решил посмотреть на большого сухого императора. Судя по его внешнему виду, большой сухой император не сильно изменился с тех пор, как провел всего 30 дней в реальном мире. Чутянь махнул рукой на бессмертных мудрецов-охранников, и те сняли шлем с большого сухого императора. Большой сухой император внезапно вернулся в реальный мир, он ошеломленно оглядел знакомую и странную обстановку, прежде чем посмотреть на знакомого и странного человека. Раньше ему хотелось разрубить этого парня на куски, но теперь, когда он появился перед ним, он уже не был наполнен тем же рвущим небо гневом и ненавистью, скорее всего, что осталось, это слабость и беспомощность. За эти 25 лет жизни в духовных оковах большой сухой император дико ругался, но в конце концов успокоился. Он начал думать о своей жизни, о том, как оказался здесь. Он начал понимать, что идти против чудо-города было ошибкой с самого начала. Чутянь с улыбкой обратился к большому сухому императору. «Ваше Величество, мы не виделись 30 дней, и вы кажетесь гораздо спокойнее. Похоже, этот шлем был вам очень полезен». Большой сухой император сказал сквозь стиснутые зубы: «Чего ты хочешь?» «Отпусти меня». Чутянь покачал головой. «Ты думаешь, мне чего-то не хватает? У меня есть деньги, территория, статус и даже жена. Как вы думаете, есть ли у вас что-нибудь, что можно обменять на вашу свободу? Я честно скажу вам, что недавно обновил духовный шлем, и теперь поток времени в духовном пространстве достиг 500 к 1. Более того, когда вы окажетесь в ловушке духовного мира, вы потеряете все осязание, слух, зрение и даже способность двигаться, и единственное, что у вас останется, это ваши мысли. Как бы то ни было, в течение следующих сотен или тысяч лет вы будете находиться в мире пыток и боли. Большой сухой император начал испытывать страх. Хотя он был императором и не должен был ничего бояться, этот ублюдок Чутянь был просто слишком страшен. Созданные им пыточные приспособления превзошли любое наказание в эту эпоху. Даже если бы это был человек с самой сильной волей, он не смог бы сохранить свое здравомыслие в этом виде наказания. Чутянь посчитал на пальцах и сказал: «Я просто приму продолжительность жизни Вашего Величества за 1000 лет. Даже если у вас осталось 500 лет, если вы проведете эти 500 лет в этом шлеме, это будет 500 раз по 500. Вы будете заключены в духовные оковы на 250 тысяч лет. Поистине удивительное число. Оно даже длиннее, чем переход от великого древнего континента к нынешней эпохе. Я думаю, что со всем этим временем человек должен быть в состоянии думать о тайнах жизни». «Стой!» Большой сухой император был похож на маленький кусочек травы, покрытый инеем, когда он склонил свою гордую голову. «Просто скажи мне». Чутянь сказал с улыбкой: «Я не понимаю, что имеет в виду Ваше Величество». Большой сухой император слабо сказал: «Я соглашусь на любую твою просьбу. Просто освободи меня». Чутянь покачал головой и сказал: «Вы сами это сказали, Ваше Величество, тогда я не буду вежливым. Я хочу сотрудничать с вашей страной, или, точнее говоря, объединиться с вашей страной». Он изложил план федерации большому сухому императору. После образования федерации ты все еще можешь сидеть на своем троне как император, обладая большей частью своей власти и частичными военными правами. Однако некоторые административные права и большая часть вашей военной мощи будут контролироваться чудо-городом. Только так мы сможем объединиться и стать гигантом, у которого не будет врагов на континенте. Большое сухое лицо императора изменилось. Он уже знал, что положение Чутяня не будет простым, он уже был готов отдать всю государственную казну Большой сухой империи в обмен на свою свободу. Но Большой сухой император никогда бы не подумал, что Чутянь не будет охотиться за государственной казной с миллиардами исходных камней, хранящихся почти 10 тысяч лет, а захочет всю Большую сухую империю. Большой сухой император был полон ярости от своего позора. «Чутянь, не заходи слишком далеко». Большая сухая империя была построена на крови бесчисленных предыдущих поколений императоров. Ты думаешь, что сможешь проглотить всю Большую сухую империю всего за одну битву? Твои слова неверны, мы не проглотим Большую сухую империю. Большая сухая империя останется Большой сухой империей, император останется императором, а граждане останутся гражданами, это никогда не изменится. Мы исследуем более научную и совершенную структуру. После того, как мы полностью интегрируемся, мы будем использовать технологии и продукты чудо-компании, чтобы дать миллиардам граждан Большой сухой империи беспрецедентные богатства и власть. Есть ли в этом что-то неправильное? Ты просто жертвуешь частью своей силы ради выгоды.
в твоих снах. Хорошо, ты согласишься, потому что у тебя еще есть время, целых 250 лет, чтобы... Я хочу, чтобы вы хорошенько подумали над этим вопросом. Кроме того, я хочу тебе кое-что напомнить. Большая сухая империя уже рушится, и все присоединенные к вам страны либо откололись, либо перестали платить дань. Горный альянс и империя воющего неба уже стали союзниками чудо-города и планируют вторгнуться в большую сухую империю. А что касается самой большой сухой империи? Это действительно беспорядок. Более 500 миллионов граждан восстают против империи, и более 15 семей хотят покинуть империю вместе со своей территорией, чтобы стать страной. Королевская семья была оттеснена в сторону, и все виды высокопоставленных членов пытаются захватить королевский дворец. Никому нет дела до твоей жизни и смерти. Я могу сказать только одно. Чутянь щелкнул пальцами. Кто-нибудь, помогите большому сухому императору надеть новый шлем, мы поговорим еще через 2000 лет. Немертвые мудрецы подошли к большому сухому императору с новым шлемом. Стой! Большой сухой император был полон полного отчаяния, когда он сказал удрученным голосом: «Даже если я соглашусь на ваши условия, это не значит, что все согласятся. Это наша работа, и, естественно, мы о ней позаботимся». Хорошо, я согласен. Глава 648, вызывая переполох. Неизвестно, в каком настроении пребывал большой сухой император, когда принимал это решение. Но можно было быть уверенным, что большой сухой император был беспомощен в принятии такого рода решений. У императора уже не было другого выбора, так как Чутянь был слишком безжалостен. Если большой сухой император не согласится, он будет заперт на 250 лет в этом жестоком методе пыток. 250 лет большой сухой император был готов претерпеть самые жестокие пытки в этом мире, вместо того, чтобы провести 250 лет в холодном и темном одиночестве. Не говоря уже о 250 годах духовного заточения модернизированных духовных шлемов, даже 25 лет одиночества предыдущего духовного шлема было достаточно, чтобы изменить его отношение, мысли и ум к этому миру. Чутянь скрестил руки на груди и с сомнением посмотрел на большого сухого императора. «Как я могу тебе верить? Если ты сейчас просто обманываешь и не сдержишь своего слова, разве я не буду выглядеть дураком?» Большой сухой император знал, что у Чутяня все еще есть свои трюки, поэтому он сказал с усталым видом: «Как именно ты хочешь это сделать? Не теряйте времени, вынимайте все». Хорошо, 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 раз уж большой сухой император сказал это, я не буду вежлив. Чутянь достал несколько пилюль и духовный контракт. Все эти пилюли являются мысленно осознанными видами яда. Когда вы проглотите их, они сразу же станут спящими, и даже высокоуровневый алхимик не сможет найти никаких проблем. Этот вид яда будет действовать соответственно вашим мыслям, так что пока у вас есть какие-либо мысли о нарушении этого соглашения, они будут активироваться и поглощать вас. Кроме этого, этот духовный контракт позаботится о любых других случайностях. Двойная гарантия пилюль и духовного контракта. Таким образом, они не будут бояться, что большой сухой император предаст их. Большой сухой император знал, что он не сможет избежать этого перевала и любая борьба будет бесполезной, поэтому было лучше сразу принять его. Он проглотил ядовитые пилюли, тщательно очищенные Чутянем, и вложил часть своего духа в духовный контракт, чтобы подписать его. Очень хорошо, очень хорошо. Чутянь был очень доволен этим концом, потому что независимо от того, могли ли они проглотить большую сухую империю или нет, они, по крайней мере, контролировали большого сухого императора. Пока они контролируют большого сухого императора, большая сухая империя никогда больше не нападет на лесной альянс, и несмотря ни на что, чудо-город будет непобедим. Чутянь послал хорошие новости юной мисс в большую сухую империю. Юная мисс никогда не думала, что Чутянь так легко справится с большим сухим императором. Большой сухой император был одним из немногих императоров на континенте. Заставить его подчиниться чудо-городу было гораздо труднее, чем Мэн Цинву заботиться о разношерстной команде в большой сухой империи. Но это были так называемые комплементарные действия. Мэн Цинву могла делать то, что было трудно для Чутяня, а Чутянь мог делать то, что было трудно для Мэн Цинву. Когда эти двое работали вместе, разве им не было легко заботиться о большой сухой империи? После того, как большой сухой император пошел на компромисс, он был освобожден из темницы Чутянем. С тех пор, как большой сухой император вернул себе свободу, Чутянь не только использовал методы, чтобы заставить его подчиниться, но и хотел, чтобы он понял, что проиграл. В течение этого времени большой сухой император мог свободно перемещаться по территории Лесного Альянса, он мог свободно просматривать технологию чудо-город А. Чутянь даже подарил ему чудо-шлем. После того, как большой сухой император испытал все это, он глубоко понял силу чудо-города. Он глубоко понимал, насколько велика разница между большой сухой империей и городом.
Большая сухая империя не могла победить чудо-город раньше, и теперь не было никакой надежды, так что не было другого выбора, кроме как подчиниться. Они могли бы, по крайней мере, получить богатство, подчинившись. Если они решат сопротивляться, их ждет только смерть и разрушение. Это продолжалось еще полмесяца, прежде чем Мэн Цинву неожиданно связался с Чутянем. Она в значительной степени позаботилась о своей работе в Большой Сухой империи, поэтому она хотела, чтобы Чутянь вернул Большого Сухого императора. Чутянь, не теряя времени, созвал 4 лидеров Альянса, чтобы сформировать делегацию и вернуть Большого Сухого императора в Большую Сухую империю. Обе стороны провели церемонию приема и переговоров. В глазах сил, которые не знали правды, Чудо-город просто вел переговоры с Большой Сухой империей. В конце концов, Чудо-город согласился отправить Большого Сухого императора обратно в Большую Сухую империю, и, скорее всего, Большая Сухая империя даст большие суммы компенсации. Это была большая цена, но Чудо-город все еще оставался Чудо-городом, а Большая Сухая империя все еще оставалась Большой Сухой империей. Это были факты, которые никогда не изменятся. Такова была международная практика. В конце концов, императора нельзя убить, когда он этого хочет. Сейчас все обращали внимание на Чудо-континент и соревновались за новейшие технологии Чудо-города. Когда этот вопрос вышел наружу, СМИ, контролируемые Чудо-городом, сообщили о нем мало, поэтому было не так много людей, которые заботились об этом вопросе. Этот мир продолжался еще полмесяца. Мэн Цинву и Чутянь часто появлялись на континенте чудес, и Большая Сухая империя также была частым гостем, так что все думали, что две державы уже отложили свои разногласия в сторону. Что касается того, какого рода компенсационного соглашения достигли Чудо-город и Большая Сухая империя, то разные стороны пытались спросить об этом, но получили разные ответы. Но не было ничего важного, о чем стоило бы беспокоиться. Большая Сухая империя находилась далеко от Лесного Союза, и между ними было много малых и средних стран, так что было не слишком вероятно, что Большая Сухая империя уступит территорию. В лучшем случае они предоставляли компенсацию в денежном выражении. Но Чудо-город не испытывал недостатка в деньгах, на их счету было более 10 миллиардов исходных камней. Текущие факты были просто глазурью на торте для города. Кто бы мог подумать, что в такое время новость, которая потрясла бы весь континент, будет обнародована. Чутянь, Большой Сухой император, 6 лидеров Альянса, представитель морской расы и представитель подполья, все эти люди собрались в Чудо-городе, чтобы сообщить потрясающую новость, которая затронет весь континент. Они были готовы объединиться в Чудо-федерацию. Эта Чудо-федерация станет первой федерацией на континенте, а Чудо-город станет лидером этой федерации. Вся федерация будет разделена на 300 штатов, и будет только один высший лидер. Этот лидер будет назначен голосованием из Совета Федерации. Когда появилась эта новость? Весь континент взорвался. Люди никогда бы не подумали, что ситуация станет такой. На самом деле, альянс вокруг Чутяня уже мог стать новой силой уровня империи, этого ожидали все, поэтому они уже сделали свои приготовления. Хотя континент будет иметь другую силу на том же уровне, что и они, это не было для них большой проблемой. Но с влиянием и статусом Чудо-города люди уже приняли это, так что этот конец был неизбежен. Но теперь все было по-другому. Большая Сухая империя объявила, что они присоединяются к Федерации чудес. Возможно, никто по-настоящему не понимал, что означают эти новости. Если Чудо-город, который уже мог стать силой уровня империи с их альянсом, должен был добавить Большую Сухую империю, это было не так просто, как добавить 1 и 1. Результатом этого союза будет Чудо-город, ставший суперсюзереном, который будет контролировать западный континент, став суперимперией, которая превзойдет любую империю уровня власти на континенте. Территория Альянса Чудо-города, территория Большой Сухой империи и Западное море — все они обладали потенциалом стать империями. Как только эти 3 страны будут объединены, сотни малых и средних стран будут вынуждены присоединиться, что будет равносильно ресурсам по меньшей мере 4-5 империй. Никто на континенте не мог остановить Чудо-федерацию, это вызвало панику у всех императоров континента. Это было потому, что амбиции Чудо-город действительно потрясли их на этот раз. Теперь весь континент извлекал выгоду из технологий Чудо-города и был в фазе медового месяца с ними, но кто бы мог подумать, что они сыграют эту шутку и вызовут большое давление на каждую силу. То, как они теперь встретятся с Чудо-городом, было самым болезненным и трудным решением этого поколения. Среди них было несколько держав уровня империи, которые осуждали методы Чудо-города. Они чувствовали, что город хочет править в одиночку, а они хотят господствовать над всем миром. Поэтому они призвали другие империи объединиться и контролировать амбиции Чудо-города. Этот вид беспокойства быстро распространился по всему континенту, и все были обеспокоены тем, что из-за того, что Чудо-город стал больше, они не могли остановить их в конце концов. Потому что в то время на континенте не было бы силы, способной противостоять им.
Хотя многие империи откликались, было еще больше империй, колеблющихся. Особенно 6 держав уровня империи, близких к чудо-городу. Хотя им было очень трудно принять методы чудо-города, они чувствовали, что город очень силен. Как только чудо-город и Большая Сухая империя объединились, никто не мог поколебать их могущество в Западном море. Даже если весь континент нападет на чудо-город, они все равно смогут защитить себя. Это приведет к долгосрочному потреблению, даже к мировой войне, которая может длиться десятилетиями. Однажды они начали воевать с чудо-городом. Космическое пространство и подземные руины, коммуникационные и транспортные сети — все будет закрыто. Мэн Цинву видела, что континент очень встревожился, но она вовсе не была напугана этим, потому что ожидала такой реакции императоров. По такому важному вопросу, если бы эти императоры с радостью приняли его и не отреагировали, это заставило бы людей чувствовать себя странно. В это время Мэн Цинву послала приглашение всем императорам. Чудо-город был готов провести саммит империи, пригласив всех императоров на континенте, чтобы все собрались и обсудили этот вопрос. Мэн Цинву знала, что, хотя они позаботились о Большом Сухом Императоре и Большой Сухой Империи, если они не остановят разговоры внешних людей, Чудо-Федерация никогда не будет создана по-настоящему. Эта конференция была очень важной. Это может даже повлиять на будущее мира. Глава 649. Мирная конференция. Главной темой саммита империи было обсуждение мира на континенте. Эта конференция была предложена Чудо-городом, поэтому место было Чудо-Королевский дворец. С тех пор, как был построен Чудо-Королевский дворец, он стал главным местом проведения конференции на континенте. На континенте насчитывалось в общей сложности 22 государства уровня империи, причем 3 группы были полностью изолированы от мира. Даже если случится что-то большое, они все равно сохранят свою безразличную позицию. Поэтому, исключая эти 3 державы, все остальные 19 держав присутствовали на этой конференции. В этом не было нужды сомневаться. Это была беспрецедентная вершина. Каждая присутствующая здесь сила была вершиной существования на континенте. Главной темой на этот раз было создание Чудо-Федерации и обсуждение дальнейшего развития континента. Каждый император сидел там с серьезным выражением лица. Независимо от того, были ли у них хорошие или плохие отношения с Чудо-городом, почти ни один император не хотел видеть Чудо-город, поглощающий Большую Сухую империю, чтобы стать сверхдержавой. Идеологические изменения городского лорда Чутиня слишком продвинуты. Ваша свадьба уже вызвала волнения на континенте, которые еще не прекратились, и теперь, когда вы создали Федерацию чудес, мы, старики, действительно не можем идти в ногу с вашими мыслями. Тот, кто заговорил первым, был повелителем драконов на территории драконов. Будучи одной из 6 союзных империй, территория драконов всегда поддерживала хорошие отношения с Чудо-городом, поэтому повелитель драконов не собирался идти против Чутиня. Он терпеливо сказал ему: «Если вы только хотите создать Федерацию чудес, я думаю, что с нынешней славой, положением и властью Чудо-города все это ожидаемо. Единственная проблема сейчас заключается в том, что масштабы вашей территории слишком велики». Вот именно. Император диких зверей Империи диких зверей не мог усидеть на месте. Территория Альянса Чудо-города уже превосходит нормальную территорию Империи. Если к этому добавить еще и Большую Сухую Империю, то получится половина Западного континента и Западное море. В то время, возможно, даже несколько империй вместе не смогли бы сравниться с Федерацией чудес. Пылающий небесный император сказал: «Мы просим лорда города пересмотреть свое решение. Ведь ваши действия могут повредить вашим отношениям со странами континента и разрушить имидж Чудо-города на континенте. Я спрашиваю, почему вы все так вежливы с ним?» Император встал перед всеми и взорвался яростью, выпустив мощную ауру. Каждая сила уровня империи на континенте имеет более чем десятилетнюю историю, и ваш Чудо-город непосредственно аннексирует ее. Я думаю, что это вызовет хаос на территории, который распространится повсюду, создавая пламя беспорядков по всему континенту. Я не могу согласиться, чтобы что-то подобное произошло. Вот именно. Другой персонаж уровня императора встал и сказал: «Континент достиг равновесия, и этот мир длится уже более 1000 лет. Хотя между империями и возникали трения, за последние 1000 лет не было ни одной войны на уничтожение. Чудо-город пытается одним махом аннексировать Большую Сухую империю, разве это не разрушит равновесие? Запрет. Такого рода вещи определенно нельзя допустить». Чу Тянь и Мэн Цинву никогда не говорили «мир», но весь конференц-зал был наполнен звуками оппозиции. Однако они ожидали этой сцены, поэтому не выказали никакого удивления. Они просто спокойно ждали, когда они закончат говорить. Моя позиция очень проста. Чу Тянь спокойно сидел там. Он уже не был безымянным человеком, даже когда сталкивался с этими императорами, он вообще не проявлял никакой покорности. Я буду откровенен со всеми вами.
Я пригласил всех сюда сегодня, чтобы позволить всем обсудить вопрос о том, как решить эту проблему, а не позволить всем остановить нас. Чутянь, что ты имеешь в виду? Ты все еще не понимаешь. Чутянь постучал пальцем. Решение чудо-города твердо. Согласны вы все или нет, этот вопрос не изменится. Чудо-федерация обязательно будет сформирована, это уже факт, и никто не в силах его остановить. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить мир, основанный на этом устоявшемся факте, и изучить развитие континента в течение следующих сотен лет, позволив нам развиваться вместе. Все тупо смотрели друг на друга. Императоры уже начинали сердиться. Эта дикая отрепье просто не подчинялась и не проявляла ни капельки уважения главным персонам континента. При разговоре он даже не смотрел на них, что за хамство. Все эти люди стали знаменитыми сотни лет назад, а Чутянь был сопляком, который появился на континенте менее чем за 2 года. Он действительно не смотрел им в глаза, это было действительно очень грубое поведение. Чутянь действительно не смотрел им в глаза, продолжая говорить, чудесная федерация, которая формируется, это тенденция мира, и ничто не может остановить ее. Чудо-город обладает самой мощной технологией на континенте, а Большая Сухая империя — самая сильная империя Западного моря. Как только две наши державы образуют Федерацию чудес, мы немедленно станем самой большой державой на Западном континенте. Если я позволю себе сказать что-нибудь оскорбительное, даже если все соберутся вместе в это время, вы не сможете остановить нас. Выражение лиц у всех изменилось. Этот парень был слишком самонадеян. Неужели он объявил войну всем державам континента? Добрый Чутянь, мы никогда не думали, что ты так честолюбив. Похоже, сегодня обсуждать нечего. Правильно, давайте готовиться к бою. Наши 19 держав не могут сравниться с одной маленькой федерацией чудес. Даже если вы уверены в себе, вы не должны заходить слишком далеко. Императоры хотели вырваться на свободу. Все вы успокойтесь, подождите, пока он закончит. В этот раз прозвучал ледяной голос без всякого гнева. Тот, кто заговорил, был царем преисподней моря преисподней. Король преисподней был одним из самых сильных императоров, и поскольку он был нежитью, никто не знал, как долго он прожил. На самом деле, из всех императоров именно король преисподней меньше всего хотел порвать с чудо-городом. Немертвые не означали бессмертных, вечных и никогда не стареющих. Те, кто действительно понимал немертвых, не думали бы так. Нежить не была бессмертной, потому что как только человек становился нежитью, все его чувства прекращали существовать. Их зрение, слух, осязание, обоняние, вкус и телесные функции прекратились. Им не нужно было ни есть, ни размножаться, ни спать. Нежить была подобна огню в клетке, только воспринимающему этот мир с помощью специальных средств. Если бы это состояние сохранялось долго, их душа и дух деградировали бы. Старение тела можно было вылечить травами, но деградацию души нельзя было обратить вспять. Недавнее рождение континента чудес заставило нежить из преисподней ворваться на континент чудес с огромными силами. Эти нежити могли вернуть себе плотские тела на континенте чудес, что позволяло им воспринимать мир как смертные, что было большим подспорьем в их проблеме деградации. Нежить была расой, которая ничего не хотела, а преисподнее море было одной из самых таинственных сил континента с ужасающим и мощным фоном, скрытым внутри. Море не участвовало в войнах континента, потому что богатство не имело для них никакого значения. Только возможность жить вечно — это настоящая ценность для них. Несколько императоров, которые хотели уйти, колебались. Самой большой проблемой сейчас были позиции 6 империй, союзных чудо-городу. Море преисподней имело самое глубокое происхождение и историю 6 союзных империй. Если оно решило встать на сторону Федерации чудес, у них просто не было никакой надежды свергнуть ее. Все тщательно обдумали это. Слова Чутяня были немного высокомерными, но это не означало, что они не были правдой. Чудо-город уже достиг своего нынешнего положения, они уже были существованием, которое не могло быть случайно уничтожено. Все транспортные и коммуникационные системы континента принадлежали чудо-городу, и все они были созданы им. Это означало, что если они будут противостоять чудо-городу, городу просто нужно будет отрезать их, и они вернутся в свое прежнее состояние. Не говоря уже о сражении с чудо-городом в то время. Если различные армии империи пересекут континент, они могут даже не достичь своей цели за 2 года. Чудо-город обладал мощной транспортной технологией, особенно таким мощным оружием, как космические врата и оружие глубокого космоса, которые они сделали не так давно. Они могли полностью уничтожить армии империи еще до того, как те успели собраться. Даже если армии континента соберутся вместе. Смогут ли они победить Федерацию чудес, слишком сложно. Технология чудо-города была намного более продвинутой, чем на континенте, и каждый год они выходили на новый уровень, поэтому было слишком много неопределенностей.
Когда Большая Сухая Империя хотела напасть на город, Чудо-город был только силой, которая немного уступала нормальному воюющему королевству. Кто бы мог подумать, что Большая Сухая Империя проиграет в то время, в истории был порядок. Если бы страны континента объединились для борьбы с Федерацией чудес, то, похоже, у Федерации чудес не было бы никаких шансов на победу, но кто знает, каков был бы результат, если бы они действительно сражались. Как только начнется эта битва, ей будет трудно остановиться. Если Федерация чудес будет сражаться с 20 державами, даже если Чудо-город не сможет удержаться, Чудо-город сможет вернуться в Западное море, под землю или в открытый космос. В таком случае никто из них не мог преследовать их, так как у них не было необходимой технологии. Если они не смогут уничтожить Чудо-город одним махом, эта сила в конце концов вернется, и они создадут кошмар для континента. Сегодняшняя конференция должна была продолжаться, хотели они того или нет. Если бы они смогли достичь конца, которым все были бы довольны, континент достиг бы беспрецедентной катастрофы. Глава 650. Объединенный совет. Положение каждого было вполне ожидаемым, включая короля преисподней, представляющего нежить. Чутянь сначала не смел бояться, потому что Чудо-федерация была уверена в отражении их атак. Хотя каждая из 19 сил была очень сильна, им было нелегко работать вместе. Потому что они были слишком сильны, это затруднило бы их искреннее сотрудничество. Если бы более 10 империй захотели работать вместе, а Чудо-город не нуждался бы в движении, они бы рухнули внутренне из-за расовых или национальных противоречий. Проще говоря, если бы они собрались вместе, то представляли бы собой разношерстную команду, и они не смогли бы нормально функционировать, не потратив на это несколько лет. Теперь они могли нормально поговорить. Что касается дела Федерации чудес, я думаю, что мне следует разобраться с ним. Мэн Цинву знала, что Чутянь был неосторожен в своих словах. Если бы она позволила ему говорить, он не смог бы избежать неприятностей, поэтому Мэн Цинву лично объяснила план Федерации. Что касается создания Федерации чудес, то все должны смотреть не на наше увеличение власти, а на то, что является нашей сущностью. Пылающий небесный император спросил: «Какова твоя сущность?» Неважно, что изменится, перейдя из Чудо-города в Лесной альянс, в Федерацию чудес, наша сущность никогда не изменится. Эта сущность и есть чудо-коммерция. Наша передовая технология — это наша поддержка. Медленно произнесла Мэн Цинву: «Мы используем торговлю, чтобы закрепиться, используем торговлю, чтобы развиваться, используем торговлю, чтобы создать страну, так что в конце концов мы все еще являемся компанией. Исходя из этого корня, мы всего лишь торговцы, а не честолюбивые люди. Доминирование на континенте не имеет для нас никакого значения. Мы предпочитаем вести бизнес со всем континентом, позволяя всем наслаждаться продуктами и технологиями чудо-компании. Это и есть наше ядро. Война — это продолжение политики и воровство выгод. Наша чудесная торговля отличается от других стран, наши основные выгоды приходят не от войны, а скорее от мира. Поэтому у нас нет причин развязывать войну и доминировать в мире, потому что мы полагаемся исключительно на наши технологии и бизнес, чтобы достичь пика. Таким образом, основываясь на этой сущности, чудо-коммерция вообще не имеет агрессивной природы. Пока мир процветает и все работают вместе, мы станем настоящими победителями». Все нахмурились. Хотя эти слова были вполне разумны. Этим людям было слишком трудно глотать. С тех пор, как несколько лет назад на континенте появилась торговля чудесами, мы не захватили ни пяди земли. Мы всегда использовали сотрудничество и открытость в качестве нашего метода подхода, и Федерация чудес поддерживает эту идею. Мэн Цинву сказала это, прежде чем добавить: «Сейчас другие времена». Все это видят, Чудо-город уже шагает на весь континент, и наши технологии становятся все сильнее и сильнее, но наши собственные силы не могут сравниться ни с чьими. Все имеют невидимые обстоятельства, поэтому, если появится крупномасштабная битва, Чудо-город, безусловно, будет первой целью многих стран. Вы думаете, мы можем чувствовать себя в безопасности? Мэн Цинву сказала с серьезным выражением лица: «Технология Чудо-города находится на вершине этого мира, но нет соответствующей силы, охраняющей эту технологию. Это подобно тому, как маленький ребенок охраняет большое сокровище, находясь в окружении множества сильных мужчин, наблюдающих за ними. Нестабильность и опасность этой ситуации гораздо больше, чем при подъеме сверхдержавы. Мы должны использовать этот подход, чтобы увеличить нашу мощь и интегрироваться как часть континента, позволив каждому победить. Я надеюсь, что битва больше никогда не повторится». Технология Чудо-города действительно была слишком соблазнительной. Если они сейчас вступят в конфликт с городом, никто в конце концов не победит. Это никому не принесет никакой пользы. Императрица Ветряной Луны не удержалась и спросила: «Тогда что ты собираешься делать? Раз уж вы пригласили нас, вы, должно быть, уже придумали решение».
Императрица Ветряной Луны также была одним из императоров, попавших в трудное положение. Причина этого была почти смехотворной. Императоры увлеклись игрой на континенте чудес, и по мере того, как на континенте чудес появлялось все больше и больше интересных вещей, эти империи выигрывали больше по сравнению с другими империями. Они боялись порвать с чудо-городом сейчас и упустить все свои достижения в виртуальном мире. Это будет очень трудное решение. Это действительно был особенно трудный выбор. На сегодняшней конференции мы просто хозяева. Мы надеемся создать союз между всеми 19 из вас. Мы надеемся собрать силы всех 19 стран, чтобы создать совместный совет, который будет править континентом и поддерживать мир. Мэн Цинву добавила, Федерация чудес готова пообещать, что мы навсегда останемся нейтральными, никогда не будем вмешиваться в какие-либо полномочия и принимать надзор Объединенного Совета. Независимо от того, что происходит на континенте, мы не будем использовать военную силу для вторжения в любое место. Если мы нарушим это соглашение, весь мир нападет на нас. Это соглашение поставит Федерацию чудес на противоположную сторону от любой державы на континенте. Если бы Федерация чудес причинила какие-то неприятности, весь мир собрался бы вместе, чтобы разобраться с Федерацией. Император сказал, чудо-федерация развивается невероятно быстро, кто знает, что произойдет в будущем. Сейчас у нас есть шанс победить, но что будет через 100 лет? Это еще один важный чип, который будет выпущен сегодня. Мэн Цинву уже думал об этом, чудо-коммерция снимет запрет на нашу продукцию. Мы можем построить много транспортных башен бесплатно по всему континенту, которые будут управляться Объединенным Советом. Кроме того, высокоразвитое оружие чудо-города, от наших боевых кораблей до оружия дальнего космоса, мы будем продавать 50% того, что производим. Мы позволим оружию чудо-города хлынуть на континент, позволив всему континенту стать сильнее. Это считалось искренним условием. На самом деле все знали, что чудо-город, поглотивший большую сухую империю, это всего лишь они, идущие по пути повелителя раньше времени. В противном случае, при нынешнем развитии чудо-города, даже если они не поглотят большую сухую империю, пока не образуют Федерацию чудес и развиваются еще несколько лет, они могут править всем континентом. Это было трудно изменить. Это могло измениться только в том случае, если чудо-федерация была уничтожена до того, как она была сформирована. Но было ли это так же легко сделать, как сказать об этом? Главная разница между Федерацией чудес и странами континента заключалась в их технологиях. Если бы они не смогли восполнить эту разницу в технологии и оружии, чудо-федерация имела бы тот же конец, даже если бы они не поглотили большую сухую империю. Теперь, с условием поглощения большой сухой империи, чудо-город был готов вывести половину производимого им передового оружия, что было равносильно вооружению других стран континента передовым оружием. Такой континент мог бы сформировать новый баланс сил. Каким бы сильным ни было это оружие, оно все равно производится чудо-городом. Нам трудно быть уверенными в безопасности. Император, который был против создания Федерации чудес, начал расслабляться, но он дал новые условия. Дело не в том, что Федерация чудес не может быть создана, мы просим чудо-город опубликовать некоторые из ваших технологий. Прекрасно. Прежде чем Мэн Цинву успела заговорить, Чутянь прямо ответил за нее. Чудо-город может выпустить всю нашу военную технику. Например, энергетическая пушка источника, мех-костюмы и военные корабли. Мы можем отказаться от всей этой военной техники. Когда это было сказано? Все были ошеломлены. Действительно ли чудо-компания выпустит все свои технологии производства энергетического оружия? Это была очень важная технология. Если бы люди континента могли создавать энергетическое оружие, сила всего континента взлетела бы, и всем не нужно было бы бояться чудо-город. Мэн Цинву слегка нахмурила брови, прежде чем быстро расслабить их. Это нормально, чтобы выпустить его. Чудо-город потратил 4 года на разработку этой технологии, но странам континента потребуется по крайней мере несколько лет, чтобы понять их все. Чудо-компания уже контролировала большинство важных месторождений ресурсов на континенте, а они могли разработать самую совершенную производственную линию в течение этого периода. Ну и что с того, что страны континента смогут освоить эти технологии? Таланты, ресурсы и производственные линии были захвачены чудо-городом. Если бы они хотели производить крупные военные корабли, даже 10 лет было бы недостаточно. Даже если у других держав были выпущены технологии чудо-города, понять их и развивать дальше — это две разные вещи. В первые годы они могли в лучшем случае создать какие-то энергетические пушки и ракеты, для них было невозможно сделать какие-либо передовые продукты. Оружие высокого класса чудо-города, такое как гигантский материнский корабль или оружие глубокого космоса, на самом деле было сделано из нескольких областей исследований. Она включала в себя не только энергетическое оружие источника, но и энергетическое поле, интеллектуальное поле мозга и далее. Было бы уже хорошо, если бы эти державы уровня империи могли построить энергетические пушки и ракеты в самом начале. Лидерство чудо-города в плане оснащения не прекращалось.
Но им также дается возможность сопротивляться этой силе. Чутянь добавил условие: мы можем обнародовать секретную информацию об источнике энергетического оружия, но нам необходимо внести соответствующий пересмотр в континентальное соглашение. После того, как будет создана Федерация чудес, мы никогда не будем расширяться и никогда не возьмем на себя инициативу проглотить хоть 1 дюйм земли за пределами Федерации. Это условие звучало так, как будто не было никакой разницы, но внутри был большой трюк. Не проявлять инициативу — это не то же самое, что ничего не делать. Это также означало, что если некоторые малые или средние страны захотят сами присоединиться к Федерации чудес, это не будет противоречить мирному договору континента. Это также даст некоторую свободу действий Федерации чудес в будущем. Некоторое время империи обсуждали это между собой. Императрица Ветряной Луны, король темных ночных эльфов, король преисподней, великий старейшина драконов, император Пылающих небес и император Диких зверей — эти 6 империй согласились первыми. Это было потому, что эти 6 империй сотрудничали с Чудо-городом в течение очень долгого времени. У них даже были свои собственные друзья внутри Федерации. Поэтому, по сравнению с другими людьми, у них были общие интересы. Они с большей готовностью приняли этот вопрос. Прямо сейчас Чудо-город был готов обнародовать свои военные технологии, так что континент, безусловно, достигнет нового баланса в будущем. Создание Чудо-федерации было уже делом решенным. Поскольку у них не было никакой возможности предотвратить это, то, естественно, они подчинялись и старались получить как можно больше преимуществ. Эти 6 держав имперского уровня уже согласились. Как могли другие люди не согласиться, здесь никто не был дураком. Никто не желал видеть силу, которая могла бы доминировать над всеми рождающимися империями, но Чудо-федерация была слишком сильна, и им помогали 6 империй. Даже если бы другие державы объединились, им было бы трудно сотрудничать, поэтому они могли только согласиться. Все потратили несколько дней, чтобы обсудить детали. Наконец был сформирован договор о континенте и Объединенный Совет. Этот союзный договор был первым договором, подписанным всеми императорами континента, имея более 1000 различных правил, твердо ограничивающих континент. Она заложила краеугольный камень развития континента на следующее тысячелетие. This section concerning the southern borders requires careful wording. We agree. I shall revise it immediately. Ladies and gentlemen, esteemed guests, we are gathered here today for a momentous occasion.